В это осеннее время Гиби-Пойнт принимал гостей. Приближались осенние каникулы, поэтому детский лагерь ожидал прибытия школьников. В этом лагере, разместившемся в укромном месте на берегу реки, дети могли обучиться стрельбе из лука, узнать тайны энтомологии, выводя бабочек из гусениц, освоить плавание и просто весело провести время со сверстниками. Также в Гиби-Пойнт были открыты двери для всех, кто желал приобщиться к фитнесу. В специальном ретрит-отеле постояльцы могли улучшить свою физическую форму на свежем воздухе, развить навык прыжков в воду и научиться управлять байдарками. А совсем недавно в Гиби-Пойнт стартовал конкурс кулинаров, где любители кулинарии могли продемонстрировать умения в готовке и, конечно, одержать победу, если удача будет сопутствовать на этом нелегком, но однозначно интересном пути. Осень пришла и в Виллоу-Крик. Готовясь к зиме, жители убирали свои дворы. Кто-то собирал листья, кто-то избавлялся от сорняков, скашивая весь бурьян, кто-то удобрял свои цветы, чтобы они хорошо перезимовали. А кого-то настигло, что называется, осенняя хандра. Изо дня в день Жан-Поль Бонжур вставал рано утром, рассматривал себя в зеркало, пока Жаклин готовила завтрак, пил чай с тостами и отправлялся в школу, где усердно учился, а в перерывах дурачился с друзьями. Осенние каникулы вот-вот настанут. Это время, когда можно отдыхать от учебы и гулять до поздней ночи. Но вот в чем дело. Все одноклассники Жан-Поля разъезжались кто куда. Поэтому чем себя занять на каникулах, он не имел ни малейшего представления. Жаклин сказала, что раз Жан-Полю нечем заняться, он может поработать в их семейном ресторане. Сама-то она собралась на пару дней съездить в Гиби-Пойнт на кулинарный конкурс и привезти домой победу, поэтому лишние руки в ресторане не помешают. А Жерар рассказал, что во времена его юности он на каникулах часто ездил в детский лагерь. Только представьте, новые знакомства, природа, походы, страшные байки у вечернего костра. А байдарки – это же просто потрясающе. Жан-Поль уже, конечно, не ребенок, но ведь это только плюс. Что может быть веселее, чем стать вожатым? Жан-Поль поразмыслил. В принципе, это не самая плохая идея. Что делать в Виллоу-Крик, когда все друзья уехали по делам? Он узнал, что прямо сейчас перед каникулами идет набор вожатых в детский лагерь в Гиби-Пойнт, поэтому, не раздумывая, отправил заявку. И, кстати, детскому лагерю требовался повар, поэтому дедушка Жульен согласился поехать вместе с внуком. Ему тоже не мешало бы развеяться, да и накормить кого-нибудь вкусными блюдами он всегда рад. И вот так Жан-Поль нашел себе занятие на осенние каникулы. Он отправился в детский лагерь Гиби-Пойнт и готов был передать свои умения младшим. А еще, конечно, весело провести время. Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Вы на канале Не без разницы. С вами Лёша и Стас. И, конечно, по традиции мы не могли пройти мимо нового дополнения к Sims 4 под названием «Навстречу приключениям». И также по традиции сделали мы это, как всегда, поздно, когда уже все успели его изучить. Ну, когда смогли, тогда и сделали. Ну, в конце концов, да, традиция вот такая вот у нас оригинальная. Это дополнение предлагает посетить новый городок Гиби-Пойнт, где можно отправить детей в детский лагерь, попасть на различные ретриты, развить новые навыки, такие как прыжки в воду, энтомология или стрельба из лука. Вот, да, ретриты, кстати, вообще интересно. И как поняли наши постоянные зрители, для изучения дополнения мы выбрали семью Бонжуров. Именно они главные герои этого видео. Ну что ж, давайте скорее посмотрим, какие приключения их ожидают в Гиби-Пойнт. Добро пожаловать в Гиби-Пойнт. Этот тихий и уютный город раскинулся на равнинах среди густых лесов. В районе занимательных зарослей уже не одно поколение стоит детский лагерь, куда ежегодно стекается целый поток радостных детей, готовых приобщиться к природе. Да, жизнь тут бьет ключом. Совсем как гейзер под названием «Горячая голова». Но будьте осторожны. Слишком много самых разных слухов ходит вокруг старой наблюдательной вышки. Кто-то говорит, что это просто старое заброшенное здание, а другие рассказывают, что там обитает дух смотрителя-отшельника, что воет по ночам и нагоняет ужас на всю округу. У костров то и дело рассказывают байки о том, что если духу оставить подношение, он явит себя и, возможно, исполнит ваше желание. Если будет благосклонен, конечно. Но лучше этого не проверять. Кто знает, что на уме у старого духа, поселившегося в вышке.
Жан-Поль приехал в Гиби-Пойнт рано утром и сразу же пожалел об этой поездке. Несмотря на то, что он сам не так давно был ребенком, к детям он относился настороженно. Поэтому в их окружении чувствовал себя несколько напряженно. Но, как это обычно бывает в подобных делах, напряжение куда-то улетучилось, как только он увидел ее. Ее звали Дженна, и она тоже была в лагере вожатым. Что это такое? Никогда раньше Жан-Поль не испытывал ничего похожего. Его сердце затрепетало при виде этой девушки. Наверное, также трепетали бы сердца ученых, вдруг обнаруживших, что плам-птицы не вымерли и обитают где-то в Гиби-Пойнт. Вот только Жан-Поль не был ученым, но то, что он испытал, было похоже на открытие. Он только что открыл для себя, что любовь с первого взгляда действительно существует. Как бы ему хотелось подойти к ней и просто заговорить, но он не мог сдвинуться с места. Вот бы все в одночасье вдруг исчезли отсюда, и в лагере остались только он и Дженна. Но этому не суждено было сбыться. В лагере был еще и третий вожатый – Кайл Котель. Самодовольный, заносчивый, но определенно настроенный на то, чтобы влюбленное сердце Дженны стало очередным трофеем в его коллекции. У Кайла не было никаких барьеров в общении, он с легкостью смог заговорить с Дженной, а та, как показалось Жан-Полю, даже растаяла под натиском его обаяния. Напряжение Жан-Поля вдруг сменила яркая вспышка гнева. Итак, в детском лагере у вожатых есть определенные обязанности и даже свое расписание. День начинается в 6 часов. В это время повар, а повар у нас Жюльен Бонжур, готовит завтрак, а дети и вожатые, собственно, завтракают. С 9 до 13 дети развивают свои физические навыки, например, навык стрельбы из лука, а вожатые наставляют своих подопечных. Так что это активный походный лагерь. С 13 часов все развлекаются в воде. Дети учатся плавать как в воде, так и на байдарках, а вожатые за ними следят. В 17 все собираются у костра, жарят зефир и рассказывают страшилки, а в 22 часа лагерь отправляется спать. А вот и дедушка Жюльен. Сейчас он готовит обед, мало ли кому-то из детей или вожатых захочется перекусить. Например, вот Жан-Поль уже голоден, но он не отправился на кухню, потому что не мог оставить Дженну наедине с этим напыщенным пижоном. Когда дети учились стрелять из лука, а Дженна их наставляла, Жан-Поль придумал, как мог бы произвести на нее впечатление. Решив показать мастер-класс, он сам взял в руки лук. А в это время... Вот что значит истинный мастер-класс по спортивной подготовке. Сильнее натянув тетиву, Жан-Поль выстрелил из лука и от злости попал в самое яблочко. Жаль, этого никто не заметил, ведь все были увлечены настоящим представлением, которое устроил Кайл. Во время водных тренировок Кайл предложил Жан-Полю небольшое соревнование, кто лучше прыгнет в воду с пристани. Отказать он не смог, ведь Дженна тогда сочла бы его трусом. Он прыгнул первым. Ну, вполне неплохой прыжок. Но Кайл прямо-таки в ударе. Однако, кажется, Дженну это нисколько не заинтересовало. Только бы она не увидела лицо Жан-Поля, ведь ему стало так страшно в воде, в отличие от этого несносного Кайла, который, наоборот, похоже, чувствовал себя превосходно. Хотя деревья окрасились в осенние цвета и уже начали сбрасывать листья, погода в Гиби-Пойнт стояла чудесная, солнечная, теплая, позволявшая предаваться мечтам под открытым небом. Вечером все собрались у походного костра. Вот бы хоть сейчас Жан-Поль смог проявить себя перед Дженной и рассказать что-нибудь интересное. Но в голову ничего не приходило. Но почему он так смущался рядом с ней? Неужели первая любовь приносит с собой не покой, а лишь неловкость и стыд? А вот Кайл, сидя у костра, много шутил, вызывая у Дженны смех. И делал это так непринужденно. Вообще-то у Жан-Поля была в запасе одна история, которую он услышал по дороге в Гиби-Пойнт. Он решил ею поделиться, чтобы хоть как-то вклиниться в разговор. Это была страшилка о смотрителе-отшельнике, чей дух якобы обитает в старой заброшенной вышке. Говорят, будто ночью можно услышать, как он тихо стонет. А те, кто проходит мимо, исчезают без следа, и никто больше не может их найти. Однако легенда гласит, если оставить духу какое-либо подношение, он явит себя и даже сможет исполнить твое желание. Интересная история, но, разумеется, полностью выдуманная. Кайл вдруг предложил Жан-Полю наспоро отправиться к этой вышке прямо сейчас.
Ему же не будет страшно перед малышами, верно? Дженна не могла поверить своим ушам. Они оба собрались идти к заброшенной вышке. Через лес. Ночью. Нет, участвовать в этом она не желала. Но все уже было решено. Ни Жан-Поль, ни Кайл не могли отступить от своих слов. И пока Жюльен спал, а Дженна ушла в свою комнату, ребята покинули лагерь и отправились к вышке. Проверить, насколько правдива легенда о духе смотрителя-отшельника. Лагерь уже погрузился во тьму, а Кайл и Жан-Поль шли к вышке, возвышавшейся над темным лесом точно страж, стоящий на стыке миров, привычного мира живых и загадочного потустороннего мира мертвых. У костра байка о призраке смотрителя казалась всего лишь детской сказкой, но здесь, в тишине ночного леса, она словно оживала, принося с собой леденящий страх и вызывая мурашки на спине. Теперь и Жан-Поль, и Кайл, поначалу настроены скептически, уже сомневались в своей рискованной затее. Это ж надо было ввязаться в такое опасное приключение. Но азарт, вызванный желанием поразить девушку, заставлял их идти дальше. Наверное, именно сейчас между ними возник тот самый соревновательный задор, какой бывает от стремления быть лучшим. В дальнейшем он не даст покоя ни одному из них и будет подталкивать на безрассудные поступки. Но об этом позже. Сейчас они шли к устрашающей вышке и не знали, что может их там ожидать. И вот они уже возле нее. Вблизи вышка была не менее пугающей. В самом низу находился почтовый ящик. Как там говорилось в байке, нужно оставить подношение. В качестве подарка Жан-Поль решил положить в ящик порцию салата, который приготовил дедушка Жюльен. Через некоторое время он обязательно ответит. И вдруг... Ох, ну хоть размялся наконец-то. Так. И кто это посмел потревожить старого одинокого смотрителя? От шока Жан-Поль не мог вымолвить ни слова. Посмеявшись, призрак сказал, что, похоже, его появление было действительно эффектным. Но пусть Жан-Поль его простит. Он так долго сидел на вышке, что уже позабыл о своих манерах. Еще ни разу никто из детского лагеря не приходил сюда и не оставлял ему подарков. Все почему-то боятся это старое здание и обходят его за версту, а ему тут так одиноко. Жан-Поль был первым, кто пришел навестить его, поэтому взамен он согласен сделать все, что Жан-Поль пожелает. Нырнуть в воду, скатиться с горки, покричать на всю округу, или как там сейчас развлекается молодежь. Давненько он не веселился как следует. Вроде бы призрак не представлял опасности, поэтому Жан-Поль смог заговорить. Он сказал, что слышал, будто бы смотритель сможет исполнить любое желание, если получит подарок. А Жан-Полю как раз это и нужно. Дело в том, что в лагере ему очень понравилась девочка по имени Дженна. Но вот беда, другой вожатый тоже положил на нее глаз и постоянно задирает Жан-Поля. Он очень хотел бы, чтобы Дженна выбрала его, Жан-Поля. Смотритель ответил, что здесь его помощь совершенно неуместна. Жан-Поль симпатичный молодой юноша, поэтому сам может справиться в таком деликатном деле. Но, есть одно но. Он обязательно появится в тот момент, когда его присутствие станет необходимым. После этого призрак исчез. Вот и понимай его как хочешь. Что бы это могло означать? Делать было нечего, он отправился обратно в лагерь, а по дороге постоянно обдумывал слова призрака. Ночь опустилась на Гибби-Пойнт плотным темным покрывалом, и лагерь заснул крепким сном.
Жаклин Бонжур долгое время работала в кулинарной сфере и всегда мечтала получить признание за свои заслуги. Вместе с семьей она содержала в Виллоу Крик ресторан под названием Bon Appetit и еще подрабатывала кулинаром. Кулинария была ее страстью. Собрать обед для сына в школу – запросто. Приготовить завтрак для всей семьи – разумеется. Пригласить соседей подать изысканное блюдо – однозначно да. Но тут Жаклин узнала, что в Гиби Пойнт проводится кулинарный конкурс, где собираются самые известные шеф-повара со всего мира и оценивают приготовленные участниками блюда. Поэтому она подумала, почему бы и не показать свои навыки и умения. Кто знает, вдруг этот конкурс принесет ей долгожданное признание. Вот так Жаклин тоже отправилась в Гиби Пойнт. Но какие же сюрпризы ей преподнесет кулинарный конкурс? По традиции, кулинарный конкурс проходил в долине Кристаллов в Гиби Пойнт. Долина Кристаллов представляла собой в основном жилую зону городка. Когда-то здесь находились золотые рудники, но однажды ночью золото в шахтах исчезло без следа, а на его месте появились кристаллы. Электрическая лагуна привлекала туристов со всех концов света. А местные жители могли поделиться историями о загадочной плам-птице, единственном представителе своего вымершего вида. Когда-то в древности такие птицы населяли эту местность, но их давно никто не видел. Итак, планируем поездку. У нас всего 4 участника конкурса, 4 кулинара. Также в конкурсе есть жюри, шеф-повар и суровый шеф-повар. С ними мы скоро познакомимся. Но и поскольку это все-таки специальное мероприятие, в нем есть свое расписание. Кулинарам предстоит готовить блюда и представлять их для оценки шеф-поваров. Проживать и кулинары, и шеф-повара будут в здании Гиби Пойнт, подготовленном специально для проведения кулинарного конкурса. Ну и так как это все-таки соревнование, участники постепенно будут выбывать один за другим, пока не останется победитель. Ох, ну звучит интригующе. Ну что ж, приступаем. Гастрономическое мероприятие проходило в здании, расположенном в уютном районе Гиби Пойнт. Здесь было все необходимое для комфортного размещения участников, и большой обеденный зал, и зона для готовки, где кулинары могли показать свои навыки, и помещение для релаксации, где можно снять стресс после конкурсных будней, и спальные комнаты, и комната отдыха из темного дерева. А еще здесь была она. Изабель Котель. Та, кого Жаклин меньше всего хотела видеть. В школьные годы Жаклин и Изабель были подругами, но в старших классах их крепкая дружба переросла в не менее крепкую и даже ожесточенную вражду. Дело в том, что они обе состояли в школьном кружке кулинаров. Этот кружок обеспечивал закусками и выпечкой все школьные мероприятия, вплоть до школьного бала. Каждый из них готовил блюдо с огромным рвением в надежде, что именно ее творение попадет на главный стол какого-либо праздника. Однако такой честью удостаивалась лишь Изабель Котель, потому что ее печенья всегда получались пышными, а пироги воздушными и легкими, как сладкие облака, случайно не спадавшие с неба прямо на тарелку. Сколько бы Жаклин Бонжур не работала над собой, ей никогда не удавалось добиться такого же совершенства в блюдах, каким могла похвастаться Изабель. И вот теперь она была здесь, на одном Жаклин конкурсе. Это определенно не сулило ничего хорошего. Изабель сказала, что очень рада встрече. Сколько же они не виделись, но Жаклин все так же по-деревенски очаровательна. Она слышала, что они с мужем открыли ресторан. Видимо, Жаклин решила как следует откормить Жерара, чтобы тот не убежал от нее далеко. Ее-то муж не выходит из спортзалов, и вот даже сейчас поехал на фитнес-ретрит в Гиби Пойнт. О, и кстати, ее сын сейчас тоже здесь. Он вожатый в детском лагере. Вместе с ним там следят за детьми еще 2 подростков. Девушка, которая точно не устоит перед его чарами, и еще какой-то рохля. Но как же хорошо, что они с Жаклин встретились на одном конкурсе. Быть может, со школьных времен кулинарные навыки Жаклин стали чуть лучше? Ох, как же Жаклин была зла. Ей даже захотелось вдруг бросить все и ехать домой, лишь бы не видеть эту самодовольную ухмылку. Но она решила, что не даст Изабель победить в этот раз так же легко, как раньше. Итак, противостояние кулинаров начинается. В конкурсе участвуют 4 кулинара, которые должны продемонстрировать свои умения в готовке и представить на суд жюри определенные блюда для оценки. На каждом этапе у нас будет исключаться из конкурса один участник, тот, чье блюдо жюри сочтет недостаточно вкусным. Жюри состоит из 2 шеф-поваров. Это повар из элитного ресторана Сан Мишуна и он, Гектор Маринад,
известнейший суровый шеф-повар, навсегда погубивший карьеру кулинаров, не оправдавших его ожидания. Беспринципный и жесткий, Гектор подходил к оценке блюд максимально предвзято. Удивить его нельзя. Заслужить благосклонность – это что-то невероятное. Однако Изабель Котель была нацелена на успех, прекрасно зная, что некоторые чувствуют себя неловко не только в присутствии знаменитого повара. Мы решили добавить в эту поездку немного перчинки, поэтому конкурс у нас будет состоять из 3 этапов. На первом кулинары должны приготовить свое лучшее блюдо, тем самым сразу показав свои умения. Тот, чье блюдо шеф-повара сочтут менее привлекательным, покидает конкурс. На втором этапе участникам предстоит готовить на время. Какое они выберут блюдо, неважно. Главное, чтобы оно было вкусным и приготовленным быстрее остальных. Тот, кто сделает это позже всех, исключается. Третий этап самый сложный. Кулинары должны приготовить определенные угощения по рецепту Гектора Маринада. При этом они могут добавить в блюдо собственный особый ингредиент, чтобы придать ему особенный вкус и поразить жюри. Участник, получивший на этом этапе одобрение шеф-поваров, получит, внимание, 50 тысяч семиллионов и специальную брошюру Гектора Маринада с рецептами изысканных кулинарных творений. Ну что ж, пришло время для участников показать весь свой креатив. Первый этап кулинарного конкурса объявляется открытым. Пока жюри ожидало творений кулинаров, те принялись за готовку. Кто-то из участников выбрал для первого этапа мясо по-веллингтонски с мясозаменителем. Кто-то мамалыгу – традиционное блюдо, распространенное во многих странах Восточной Европы и национальное блюдо Румынии. Изабель Котель решила приготовить волшебный хлеб. Ее выпечка всегда была волшебной. Тем более благодаря удачливости у нее все получилось гораздо лучше, чем обычно. А Жаклин Банжур выбрала для конкурса яичницу с беконом. Это простое семейное блюдо, которое она готовила на завтрак чуть ли не каждое утро. Несмотря на простоту, оно было довольно вкусным. Жаклин использовала специи и травы, а хрустящий поджаренный бекон смазала соусом. Такой завтрак всегда насыщал и приносил удовольствие. Блюда были готовы, и теперь жюри предстояло решить, кто пройдет в следующий тур, а кто отправится домой ни с чем. Все участники собрались перед поварами, готовые услышать суровое решение. Повара отметили необычный вкус волшебного хлеба, приготовленного Изабель Котель, и мамалыги, которая получилась настолько удачной, что была похожа на торт. Это определенно первое и второе места на данном этапе. Осталось лишь 2 блюда, не получивших оценки – мясо по-веллингтонски и яичница с беконом от Жаклин Банжур. Ко всеобщему удивлению, знаменитый шеф-повар Гектор Маринад сказал, что яичница Жаклин настолько тривиальное блюдо, что оно зацепило его своей простотой. Жаклин попала в яблочко, поскольку сейчас утро – это то, что нужно для завтрака, который также можно дополнить чашечкой капучино или горячего зеленого чая с мятой. А вот мясо по-веллингтонски оказалось слишком тяжелым и перегруженным специями. Поэтому первым, кто покидает конкурс, становится кулинар, приготовивший мясо. Остальные проходят следующий тур. Теперь у участников конкурса наступило свободное время, и Жаклин позвонила Жерару. Помня недавний разговор с Изабель Котель, которая хвасталась успехами своего мужа в спорте, она сказала, что Жерару немедленно следует записаться на фитнес-ретрит. Пора, наконец, изменить свой привычный образ жизни лежебойки на активные тренировки. Завтра же первым рейсом он должен поехать в Гиби-Пойнт и заняться фитнесом, в конце-то концов. Проживая в здании кулинарного ретрита, Жаклин предстояло делить комнату с Джозефиной Бун, которая болтала не умолкая. Она рассказала, что чувствует себя здесь не очень комфортно. Она с семьей проживает в Хенфортон-Бегле и привыкла к обычной деревенской пище из свежих продуктов и сливок. К тому же сейчас она волнуется за дочку, которая отправилась в детский лагерь вожатой. Как она там? Все ли у нее в порядке? Не обижают ли ее? В целом, Джозефина была простой и открытой, и даже довольно приятной по общению. Но ночью храпела как паровоз, выдавая не самые музыкальные рулады. Поэтому Жаклин не сомкнула глаз до самого утра. Именно таким было выражение лица Жерара Банжура, когда ему позвонила Жаклин и сказала немедленно записаться на фитнес-ретрит. Вообще-то настал один из тех редких дней, когда ему представилась возможность побыть дома в одиночестве. Сын уехал в детский лагерь, жена на кулинарный конкурс, поэтому дома остался только Жерар и кот по кличке Клер.
Ему так хотелось просто полежать в кровати и вкусно поесть, посматривая разные телепередачи. Но Жаклин была бы не Жаклин, если бы не умела подпортить настроение. Делать было нечего. Жерару пришлось, превозмогая себя, позвонить в фитнес-центр Гиби Пойнт и отправиться на 3-дневный ретрит. График был жестким, особенно для Жерара, для которого самой большой тренировкой был поход к холодильнику. Мероприятие проходило в гнездовье Медуз. Это замечательное место привлекало как творческих личностей, которые находили вдохновение в лазурно-голубых водах и чарующих пейзажах, так и любителей байдарок и туризма. Одной из главных достопримечательностей района был одинокий маяк, расположившийся у края берега посреди скал. На Нагорье раскинулся набирающий популярность фитнес-центр, где можно остаться на несколько дней и посвятить все свое время здоровому образу жизни. И именно сюда и отправился Жерар. Ему предстояло упражняться на велотренажерах, испытать свои силы в стрельбе из лука, отработать прыжки в воду с трамплина, освоить плавание на байдарках. Да уж, отдыхать здесь некогда. Ну посмотрим, как Жерар справится с этими испытаниями и получится ли у него похудеть. Тренер объявил о начале тренировки, и участники ретрита как по щелчку запрыгнули на велотренажеры. По расписанию им предстояло упражняться несколько часов без передышек. Тренер сказал, что только так они достигнут хоть какого-то прогресса. В фитнес-зале собрались все участники ретрита. Да-да, все. Кроме Жерара, который тоже успел достигнуть определенного результата. Но это было не то место, где можно позволить себе расслабляться. Поэтому Жерар, как и другие участники, был загнан на велотренажер. Это настоящее испытание, хуже которого придумать вряд ли можно. Ноги еле-еле шевелились. От напряженных усилий Жерар весь взмок. А вот некоторым такие напряженные тренировки, похоже, приносили удовольствие. Например, Рафаэлю Котелю, мужу той самой Изабель, что участвовала в кулинарном конкурсе вместе с Жаклин. После тренировки он сказал, что Жерар правильно поступил, приехав на фитнес-ретрит. По нему видно, что о спортзале Жерар слышал только из кинофильмов. Сам-то он частенько посещает подобные мероприятия, ведь это целое событие. Мало того, что это возможность размять мышцы, так еще, многозначительно добавил Рафаэль, это способ немного отдохнуть от жен, не так ли? После тренировки все собрались у бассейна, чтобы отрабатывать прыжки в воду. Тренер следил за техникой участников. Со своим суровым видом он напоминал Жерару тюремного надзирателя. И пока участники выстроились в очередь к трамплину, Жерар нашел себе занятие поинтереснее. Ох, ну не дадут отдохнуть. Трамплин был таким высоким и выглядел так устрашающе, что Жерару нужно было подготовиться, прежде чем одолеть эту вершину. Отменный прыжок. Затем настало время учиться стрелять из лука. Техника Жерара была выше всяких похвал. А затем, по расписанию, настало освоение плавания на байдарках. К этому времени на улице уже стемнело, и бухта в гнездовье Медуз выглядела очаровательно. Вот такое плавание лучше всего. Наконец-то этот кошмарный день закончился. После такого утомительного времяпрепровождения Жерар предложил своему новому знакомому Рафаэлю показать, каким тренировкам он отдает наибольшее предпочтение. Для этого они отправились в местный паб, где Жерар заказал такое количество блюд, которые запросто свалили бы с ног даже слона. Рафаэль в ужасе смотрел на стол и думал о том, сколько же калорий в этой пище, и сколько ему предстоит упражняться на тренажерах, чтобы эти калории сжечь. А вот Жерар не видел в этом повода для переживаний совершенно. Он сказал, что после такого насыщенного событиями дня хороший ужин – это то, что нужно.
Сегодня он потратил слишком много энергии, и ее срочно требуется восполнить. Как же это вкусно! Вообще-то да, очень вкусно. В следующей серии Приключения Бонжура в Гиби-Пойнт продолжаются. Жаклин вступает в ожесточенную борьбу ради победы в кулинарном конкурсе. Ее соперница готова на все, поэтому Жаклин даже придется явить свое внутреннее «я» и выпустить коготки. Жан-Поля тоже ждут состязания, но ради сердца Дженны. Сколько ударов судьбы его ожидают, но на какие меры он готов пойти? Жерар продолжает интенсивные тренировки. Удастся ли ему преобразиться?